Наконец-таки я добрался. Это уже 6-й или 7-й раз, когда я за день пытаюсь записать это видео, и что-то мне все время мешает. Но вот для справедливости, для равновесия должен рассказать о тех вещах, которые мне в Испании очень нравятся. Одна вещь первая, несколько спорная и вытекающая из того, что мне не нравится в Испании. А именно то, что испанцы не пристают к тебе со своими правилами, со своими нормами. По большому счету, вот это на грани безразличия. То есть, это свободная страна в плане бытовом. Ты можешь здесь как угодно одеваться. Хочешь, ходи в шубе. Хочешь, ходи в трусах. Хочешь, без лифчика загорай, хочешь, в лифчике загорай. Хочешь, на полу сиди. Хочешь, молись одному Богу. Хочешь, не молись никакому Богу. Ешь, не ешь, говори на любом языке, где хочешь. Вот только что я был на собрании Красного Креста. Абсолютно нулевой барьер. То есть я пришел, я понимаю, что они говорят, но они говорят примерно в 2 раза быстрее, чем в Каталонии. И мне очень тяжело было их понимать, но я, в общем-то, понял, что они говорят. Отвечал я ему на английском, там тут же нашелся в группе англоговорящий человек, в прекрасном английском, видимо, носительница языка, перевела. Они даже еще извинялись, что они недостаточно говорят по-английски. Можете себе представить такое? То есть здесь есть вот это вот желание общаться на позитиве, либо избегать вообще общения. То есть даже когда они хотят ответить отказом, они стараются не отказом отвечать, а дать какой-то совет. Зачастую бесполезный. И это бесит. Что тебе дают совет, потом выясняется, что он бесполезный. Но вот это их стремление испанцев всегда избежать конфликта. Во всех ситуациях уйти на позитиве в общении. И это... они открытые люди, они громкие, очень громкие. Они говорят громко и иногда даже делают мне замечание, что я говорю громко. Хотя сами говорят громко, я в этом только что убедился. Но для таких экстравертов, как я, которые любят говорить громко, которые не могут говорить тихо, которые активны, которые любят общаться, любят small talk, любят вот эти вот виртуальные поглаживания. Я люблю касаться людей во время разговора. И испанцы постоянно тебя касаются во время разговора. Вот с полицейским можешь разговаривать, он тебя похлопает, ты его похлопаешь по плечу или там по рукам. И все это вот в основном на таком позитиве. Конечно, бывают исключения, но общий тренд в Испании в общении, чтобы вот так вот на позитиве общаться и стараться друг другу делать приятное. Люди улыбаются, люди говорят «ола», незнакомые друг другу. Во Франции и в Бельгии то же самое, но здесь это еще за счет того, что теплая погода, плюс люди открыты такие в основном. Это здесь в еще большем виде. Это, безусловно, нравится в Испании. То есть, с моей точки зрения, если у тебя нет необходимости взаимодействовать с испанцами по бизнесу, допустим, источник дохода где-то в другом месте, если у тебя есть деньги, прекрасное место для того, чтобы жить, никто тебя не трогает, живешь как хочешь. Ну, в квартире, наверное, шумно, потому что, еще раз говорю, испанцы громко разговаривают, любят громкую музыку. У меня сосед сверху в 9 утра включает мне классическую музыку, видимо, чтобы я проснулся. Ну, ему приятно, конечно, он для себя слушает. Иногда он слушает русские песни, что меня удивляет. Хотя он вроде испанец. Но слушает русские романсы. Вот это нация, которая за многие столетия, конкисты, реконкисты, когда сюда приходили разные народы, она научилась быть терпимой к другим представителям других наций, она научилась терпимой быть друг к другу.
Ну, тут такой вот, понимаете, легкий пофигизм, если не сказать грубее. Вообще они не парятся по поводу того, как ведут другие люди себя. Главное, чтобы ты не очень мешал им. А как ты себя ведешь, если ты ведешь себя и не очень мешаешь, им пофиг. Никто тебе не будет делать замечание, что «О, ты не так одет, ты не так говоришь, ты говоришь не на том языке». Хотя я тут слышал достаточно часто, что типа ты в Испании должен говорить по-испански, но обычно это старые пердуны брюзжащие, в которого я еще, надеюсь, не переродился пока. Вот. Люди моего возраста среднего и моложе, и, наоборот, очень открыты и даже рады пообщаться на английском языке. Вот. То есть в плане комфортности межчеловеческого общения на грани пофигизма. То есть иногда это в абсолютной форме, что им на тебя наплевать, они будут тебе молчать и не отвечать, будут отмораживаться. Но это вот, скажем так, в абсолюте вот это вот желание не вмешиваться в твою жизнь. Да. Здесь больше хорошего, чем плохого. Смотрите, какая полная луна. Вторая вещь, которая мне нравится в Испании, она, возможно, тоже, как и первая, несколько спорная, но, тем не менее, я окончательно все-таки пришел к выводу, что это классная штука. Это то, что в Испании реальное равенство полов. Я даже бы сказал, что Испания страна несколько большего матриархата. То есть у нас вроде как в России предполагается, что патриархат, и будь мужчиной, будь женщиной настоящей. А на самом деле, вот давайте честно, Россия это страна, где на самом деле правят женщины, где в основном детей воспитывают в семьях неполных, где бабушка, мама и дети. Вот. Россия это страна вот такого кособокого, неправильного матриархата-курильщика, я бы так сказал. Испания же настоящая страна с таким вот оттенком матриархата, но это страна реально равных прав, где женщина чувствует себя защищенной, где женщина чувствует себя реально равной, не только чувствует, но она реально равна мужчинам. Мужчинам тут есть оскорбление «сой мачиста», «я мужлан». Ну, то есть, это не оскорбление, в смысле, мачиста это оскорбление. И у них есть общество мужланов, или там, я не знаю, как мужичар, как перевести это слово. Мачо, мачиста это вот мужлан, да, наверное. Типа общество анонимных алкоголиков и общество анонимных мужланов. Это оскорбление, да. Мачистой обозвать чувака это оскорбление. Чем хорошо равноправие? Ну, во-первых, то, что это нулевое лицемерие. Никто не делает вид, что женщинам мы типа уступаем, а на самом деле наоборот. И в то же время мужчины вроде как будь мужчиной, на самом деле, ну, в общем, я за равноправие, за настоящее честное равноправие. Кто-то может сказать, вот, испанцы заставляют девушек платить на свиданиях. Да, это не то, что заставляет, это общее негласное правило. Если вы идете куда-то на свиданку, будьте готовы заплатить за себя сами. Ну и опять же, нету такого понятия, что кто девушку кормит, тот ее танцует. В чем плохого? Я вот на самом деле вижу только хорошее. Пошли. Нет, я на самом деле, когда, допустим, занимался языковым обменом, спросил колумбийку, с которой занимался, будет ли она возражать, если я заплачу за ее кофе, потому что в моих традициях страны моей платить за девушку. Она сказала, нет, я не против. И я заплатил. Но я спросил, потому что если бы я заплатил без спроса, мог бы ее оскорбить. И мне кажется, это классно. Настоящее равноправие. Кому-то это покажется спорным утверждением, но с моей точки зрения это такая вот настоящая нелицемерная позиция, это хорошо. Чего, естественно, в России нет.
И небольшим оттенком, да, у меня же там 3 с плюсом было плохих, ужасных вещей в Испании. Ну вот небольшим оттенком является то, что Испания абсолютно толерантна к представителям всяких вариаций, типа геев, лесбиянок, трансов. Никто на тебя пальцем здесь не будет показывать, будь то явный, ты не явный. То есть действительно это гей-френдли страна. И вообще никто не парится по поводу того, с кем ты спишь здесь, не спишь, со сколькими ты спишь. То есть абсолютно, как еще раз говорю, в постель здесь никто к тебе не лезет. Можешь ходить на улице, взявшись за ручки, мальчики, девочки, целуйтесь, что хотите, то и делайте. Это ваше право, это ваша жизнь. Никто тут не оскорбляется. И, конечно, как вариация, и первое, и второе, то, что здесь ты можешь исповедовать любую религию, какую тебе хочется. Католическая страна, но, тем не менее, здесь есть синагоги, здесь есть достаточное количество молельных домов для мусульман, то есть абсолютно толерантные. Буддистские храмы вот тут недалеко от меня есть, и не только здесь, но и под Барселоной их несколько, и в Барселоне. То есть, ради бога, исповедуй любую религию, какую тебе хочется, главное, не нарушай уголовный кодекс Испании. Это вторая вещь, такая вот бытовая свобода в своих проявлениях. Ну и вы видели все, как они относятся к своему премьер-министру, когда он приезжал в Валенсию. То есть у них нет вот этого лизать жопу начальнику. В бытовом плане, наверное, есть все-таки, как, ради карьеры чего-то. Но своих политиков они и в хвост, и в гриву. Это мне очень нравится. Что они требуют от своих политиков отчета, все время их подозревают, не безосновательно, наверное, в коррупции. Мне это очень нравится. И преследуют их, требуют от них отчета. Прекрасно. И это вот вторая с плюсом, с половинкой вещь, которая мне нравится в Испании. Ну и третья, конечно, это уже не спорная, а... Ух ты, колл-центр. Сзади, говорящий на нидерландском языке. Представляете? Вот. Так вот, третья вещь, которая мне нравится в Испании, я думаю, что это абсолютно бесспорная, классная вещь, это то, что они живут, чтобы кайфовать, живут не ради того, чтобы достигать чего-то, а живут ради того, чтобы получать удовольствие от жизни. Вот это мне в Испании, я думаю, не только мне, но очень многим нравится. Например, я себя каждое утро ловлю на том, что вот, надо что-то делать, надо там куда-то бежать, что-то делать. А потом я как-то вот вспоминаю, что я в Испании, и тут принято наслаждаться каждым часом, каждым днем, который ты проживаешь, а проблемы и все тревоги перекладывать на завтра. И я уже впитал в себя, и уже я, наверное, по-другому не смогу. Я вот впитал в себя вот это ощущение, что чисто вот ментально в голове переключи проблемы на завтра. Сегодня у меня 13 января, Старый Новый год. Все проблемы подождут до завтра, а я сегодня буду отдыхать, радоваться бутылке вкусного, дешевого, но качественного красного вина и отложу проблемы все на маньяну, на завтра. Это, безусловно, и очень положительная вещь. Люди здесь поэтому меньше болеют, именно потому, что они психически меньше перегружаются. Вот три вещи, которые я могу сказать, безусловно, прельщают меня в Испании. То, что вот у них такой легкий, пофигистский настрой на жизнь. Кому-то это не нравится, а мне это нравится. Мне кажется, что это именно то, что мне нужно. Вряд ли бы я смог жить в среде достигаторства, в среде вот этого вот работать и жить ради того, чтобы работать. Нет, мне в этом плане Испания нравится, что здесь
немножечко, чуточку работают ровно столько, чтобы наслаждаться жизнью. Вот так вот. Все. Спасибо. С наступающим старым Новым годом. Надеюсь, я реабилитировал Испанию в ваших глазах. Все, пока-пока. Подписывайтесь, ставьте мне лайки и пишите в свои комментарии, что вам нравится в Испании.